Народ, я хотел бы данный рецепт разместить в рубрике «Делай проще» или, например, «Общажный повар». Но, типа, это не совсем «Делай проще» и не совсем «Общажный повар». И я хотел бы этот рецепт разместить в плейлисте «Золотой пантеон», потому что мне кажется, что это очень вкусно. Но тут есть авокадо, и типа может кому-то авокадо не нравится, хотя оно здесь практически не чувствуется. Короче, смотрите, это очень-очень вкусно, быстро, но, к сожалению, ни под одну рубрику, которая у меня есть, не подходит. Погнали. В «Общажного повара» или «Делай проще» я не могу это разместить, потому что нам нужны сливки, авокадо и пармезан. Нормальный пармезан твердый есть далеко не везде, авокадо, собственно, тоже. А сливки не дешевые, какой уж тут общажный повар, не говоря уже о пармезане. Ну и еще потому, что здесь будет хрустящий бекон. Вроде все простое, вроде все быстрое и очень вкусное, но, блин, бекон тоже не дешевый. Но если вы ничего не имеете против авокадо, то, собственно, я советую макарошки делать так. Это, я отвечаю, это очень вкусно. Я делал их 3 раза. Было офигенно. Все, кто ели, всем понравилось, поэтому я решил запилить и видеорецепт. Сначала нам нужен бекончик. Нам нужно, чтобы он был мега хрустящий. Поэтому на небольшой газет кладем бекон. Можно в духовку, не так важно. И чтобы все это дело вытапливалось. Также сразу ставим готовится воду для макарошек и приступаем к основному. Берем авокадинку и вот так вот ее обходим ножом. Нам понадобится 1 авокадинка на 4-5 порций макарон. Ну и, собственно, вот так семку вырезаем. Блин, туалет меня. И из авокадо ложкой достаем всю мякоть. Кстати, не обязательно, чтобы авокадо было капздец какое спелое. Даже если оно немножко твердое, но здесь оно уже мягкое. Но я пробовал даже не супер спелым авокадо. Так как мы все это положим в блендер, то все равно получается очень вкусно. И вот со второй половинки тоже берем. Вот так ложечкой. Ыть, ыть, ыть. И все это дело кладем в блендер. Теперь натираем 2 хороших горсти пармезана. Прям норм так. Это ключевой момент, без этого никак. Именно пармезана, именно твердого. Тоже добавляем в блендер. Недорогой, но достаточно ключевой момент. В соусе обязательно должен быть желток, желательно 2, потому что соус будет такой жидкий, со сливками, но когда мы добавим его к макарошкам, именно желток будет все это дело как бы загущать, чтобы на спагетти все это дело налипало. Берем яйцо, расчекрыживаем его и смотрим, чтобы белок ушел. Вот так перекидываем, перекладываем. Вот белок ушел, остался 1 желточек. Классика. Вот так. И пару зубчиков чеснока. Ну и перец с солью. Это все понятно. А теперь просто все блендерим, собственно, постепенно вливая сливочки и доводя до консистенции супер жидкой сметаны. Ну, то есть оно такое, как соус такой получается. А в это время бекон превратился вот в такие вот шкварочки. Консистенция соуса жиденькая. Сметана. Бекон на полотенчиках избавим от лишнего жира и нарезаем на мелкие кусочки. Они такие наполовину хрустящие или около того. В подсоленной воде варим макарошки. До готовности, как на пачке написано. Ну и, собственно, собираем. Сковородочка, немножко оливоча. Добавляем макарошки. И сразу же добавляем 3 ложки с горкой. Это я добавляю так. Нашего соуса. Сейчас, собственно, сворачивается желток. И соус становится таким супер густым и обволакивающим. В этом и вся тема. И, собственно, подаем. Само собой, присыпав беконом и свежей зеленью. По желанию. Давайте попробуем. Фишка в чем? Это одна из самых вкусных подливок к макаронам. Один из самых вкусных соусов. То есть тут есть и сливки, и чеснок. И фишка в том, что мягкая сырность пармезана
и мягкая такая овощная сливочность авокадо, жирная, они соединяются. В этом и фишка данного рецепта. Но опять же, я не знаю, куда его добавить. Это очень вкусно. Я себе буду так делать не один раз. Это уже 4-й раз, когда я повторяю этот рецепт. И каждый раз очень офигенно. И всем очень нравится. Все спрашивают, чем я обваливаю так макарошки. В общем, тема какая, народ? Я делаю этот рецепт 4-й раз. Он очень вкусный. И все, кому я предлагаю вот эти вот макароны, они очень нравятся. Ну, я не знаю, можно поставить в золотой пантеон? Наверное, да. Если вы, конечно, не ненавистник авокадо. В целом, очень-очень советую повторять. Это одна из самых крутых подлив к макаронам. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока.